Вы когда-нибудь задумывались, почему лишние килограммы стоят на месте? Даже если вы ограничиваете себя, еде изнуряете тренировками. Ответ часто скрыт там, где мы меньше всего его ищем внутри нашей главной природной лаборатории. Опытные врачи, посвятившие десятилетия изучению обмена веществ, давно твердят одну важную истину. Пока ваша печень перегружена и буквально заплыла жиром, тело будет мертвой хваткой держаться за каждый лишний грамм на вашей талии. Жировой гепатоз – это не просто медицинский диагноз в медицинской карте. Это невидимый барьер, который блокирует любое ваше преображение и забирает жизненную энергию. Но что если я скажу вам, что ключ к спасению и полному обновлению этого уникального органа лежит не в аптечных препаратах, а в вашей обычной тарелке? Старая врачебная мудрость гласит, что правильное утро определяет здоровье на многие годы вперед. Сегодня я раскрою вам секрет особого завтрака, который способен буквально заставить вашу печень сбросить лишний балласт и начать работать как часы. Мы не будем заниматься изнурительным голоданием. Мы просто научимся запускать естественные процессы очищения и жиросжигания с самой первой ложки. Этот метод доступен абсолютно каждому. Он предельно прост в исполнении, но его эффективность часто поражает даже самых закоренелых скептиков. Мы поговорим о том, как одно небольшое изменение в утреннем рационе может запустить мощную волну восстановления и подарить вам забытое чувство легкости. Друзья, а какой завтрак обычно выбираете вы? Напишите комментарий в вариант 1, если это каша, вариант 2, если яичница, или вариант 3, если вы только пьете кофе. И поставьте лайк этому видео, чтобы поддержать распространение знаний о здоровье. Чтобы понять, почему ваш вес стоит на месте, представьте себе печень как главный фильтр в огромном механизме. Когда этот фильтр забивается жиром, вся система начинает работать со сбоями. Жировой гепатоз – это состояние, при котором клетки печени, вместо того, чтобы очищать кровь и расщеплять жиры, сами превращаются в хранилище лишнего веса. И самое коварное здесь то, что уставшая печень перестает адекватно реагировать на гормоны, отвечающие за вашу стройность. В итоге, сколько бы вы ни тренировались, организм просто не получает команду сжигать запасы, потому что внутренняя лаборатория перегружена токсинами и скрытым воспалением. Почему же именно завтрак играет здесь решающую роль? За ночь наш организм завершает цикл восстановления, и к утру печень накапливает определенное количество желчи, которая должна выйти наружу и запустить процесс правильного пищеварения. Если вы пропускаете завтрак или едите на бегу что-то сладкое, желчь застаивается, превращаясь в густой осадок, а процесс очищения замирает. Правильный завтрак работает как мягкий, но уверенный толчок для всей системы. Он заставляет желчный пузырь вовремя сократиться, вымывая застоявшиеся компоненты и запуская активную переработку накопленных жировых отложений. Мы не просто едим, мы даем сигнал организму. Время избавляться от старого и ненужного. Именно в этот утренний час закладывается фундамент вашего метаболизма на весь последующий день. Обновление начинается не с таблеток, а с глубокого понимания этого простого и важного природного ритма. Теперь, когда мы понимаем, как работает наша печень, давайте перейдем к самому важному – практике. Ваш путь к обновлению начинается не за обеденным столом, а на кухне ровно за 15-20 минут до самого приема пищи. Я называю это этапом пробуждения. Прежде чем отправить в организм первую порцию еды, нам нужно подготовить желчные протоки. Возьмите 1 стакан чистой воды, подогретой до температуры примерно от 40 до 45 градусов. Она должна быть приятно теплой, но не обжигающей. Добавьте туда 1 чайную ложку свежевыжатого лимонного сока. И если ваш желудок относится к этому спокойно, крошечную щепотку сухого имбиря. Этот простой напиток станет мягким сигналом для желчного пузыря. Пора начинать работу. А теперь переходим к самому золотому завтраку. Его основа – это правильные белки или потропные факторы, которые помогают печени расщеплять жиры. Идеальным продуктом здесь являются куриные или перепелиные яйца. В их желтке содержится лецитин. Это уникальное вещество, которое буквально восстанавливает мембраны поврежденных клеток печени. Но есть один важный секрет. Яйца должны быть приготовлены так, чтобы желток оставался жидким. Это могут быть яйца всмятку или яйца пашот. Именно в жидком желтке все полезные вещества сохраняются в первозданном виде и максимально легко усваиваются организмом. Возьмите 2 средних куриных яйца или 5 перепелиных. Второй обязательный компонент нашего завтрака – это правильные жиры. Не бойтесь их,
Ведь именно жиры стимулируют выброс желчи, а значит и очищение печени. К вашим яйцам добавьте половинку спелого авокадо или 1 столовую ложку нерафинированного оливкового масла первого холодного отжима. Если вам хочется чего-то более традиционного, можно использовать небольшое количество качественного сливочного масла жирностью 82,5%, но не более 10 года. Эти жиры станут топливом для ваших клеток и дадут долгое чувство сытости, избавляя от желания перекусывать сладостями через час после еды. Третий элемент – это клетчатка, которая работает как веник для вашего кишечника. Впитывая и выводя все то, что печень решила выбросить из организма, идеальный выбор – это большая порция зелени или крестоцветных овощей. Возьмите добрую горсть свежего шпината, рукколы или несколько соцветий брокколи, слегка припущенных на пару, буквально 3-4 минуты. В крестоцветных овощах содержится сульфорафан-вещество, которое активирует вторую фазу детоксикации печени. Это именно то, что нам нужно для глубокого обновления. И, наконец, наш секретный штрих, который превращает обычный прием пищи в лечебные специи. Я настоятельно рекомендую добавить 1/4 чайной ложки куркумы и маленькую щепотку черного молотого перца. Почему это важно? Куркума обладает мощнейшим противовоспалительным эффектом, а пиперин, содержащийся в черном перце, увеличивает биодоступность куркумы в 2,000 раз. Вы можете посыпать этой смесью ваши яйца или овощи. Давайте соберем нашу идеальную тарелку вместе. На одну сторону мы выкладываем 2 яйца пашот с нежным текучим желтком. Рядом располагаем половину нарезанного ломтиками авокадо. Свободное пространство заполняем сочной зеленью или яркой брокколи. Сверху все это слегка сбрызгиваем оливковым маслом и посыпаем смесью куркумы и перца. Если вы чувствуете, что вам не хватает углеводов, добавьте 1 или 2 столовые ложки отварной безветчиновой крупы, например, гречки или киноа. Эти крупы богаты магнием, который помогает расслаблять желчные протоки. Очень важно соблюдать и правила самого приема пищи. Постарайтесь не торопиться. Каждый кусочек нужно пережевывать очень тщательно до состояния кашицы. Помните, что процесс пищеварения начинается еще во рту. И чем лучше вы подготовите еду здесь, тем меньше нагрузки ляжет на вашу печень. Во время еды постарайтесь не пить много воды. Чтобы не разбавлять желудочный сок, достаточно пары глотков, если это необходимо. Такой завтрак – это не просто еда. Это настоящая инвестиция в ваше долголетие. Уже через 70 дней такого режима вы заметите, как уходит утренняя отечность, кожа становится чище, а уровень энергии возрастает в разы. Ваша печень скажет вам огромное спасибо, ведь вы даете ей все необходимое для самовосстановления. Попробуйте начать завтрашнее утро именно так, и вы удивитесь, насколько по-другому может чувствовать себя ваше тело. Одного лишь завтрака, даже самого идеального, может быть недостаточно, если в остальное время дня мы продолжаем неосознанно вредить себе. Чтобы процесс обновления печени шел семимильными шагами, я поделюсь с вами еще несколькими хитростями, которые используют в своей практике опытные специалисты по оздоровлению. Первое и самое важное – это ваша любовь к горькому вкусу. В нашей современной культуре питания почти полностью исчезли натуральные горечи, уступив место сладкому и соленому. Но именно горечь является лучшим природным стимулятором для работы печени и желчного пузыря. Попробуйте включить в свой рацион такие продукты, как корень цикория, руккола, редька или даже обычные листья одуванчика, если сезон позволяет. Эти продукты заставляют вашу внутреннюю лабораторию работать в полную силу, помогая расщеплять даже самые тяжелые жиры. Безнонцам IT. Безнобезм. Если вы привыкли пить кофе несколько раз в день, попробуйте заменить хотя бы 1 чашку на качественный напиток из цикория. Он содержит инулин, который не только кормит вашу полезную микрофлору, но и мягко помогает печени избавляться от токсинов. Вторая хитрость касается режима питья в течение дня. Мы часто слышим про 1,5 или 2 литра воды, но для печени важнее не количество, а температура и регулярность. Старайтесь пить воду комнатной температуры или чуть выше каждые 30 или 40 минут по несколько глотков. Это поддерживает текучесть желчи и не дает ей превращаться в густой осадок, который со временем превращается в камни. Если вы добавите в воду пару капель натурального яблочного уксуса на целый стакан, это еще больше усилит детоксикационную функцию организма. Третий важный момент – это время вашего ужина. Печень имеет свои биологические ритмы,
и пик ее очистительной активности приходится на время между 11 часов вечера и 3 часами ночи. Если вы плотно поедите прямо перед сном, печень будет вынуждена заниматься перевариванием пищи, вместо того, чтобы проводить генеральную уборку вашего организма. Постарайтесь завершить последний прием пищи минимум за 3 или 4 часа до того, как вы отправитесь в постель. Это даст вашей печени необходимый отдых и позволит ей полностью сосредоточиться на сжигании жиров и восстановлении клеток. 4-й совет касается физической активности. Вам не обязательно проводить часы в тренажерном зале. Для здоровья печени гораздо важнее мягкие скручивания и диафрагмальное дыхание. Утром, еще лежа в постели, сделайте 10 или 15 глубоких вдохов животом. Это создает мягкий массаж внутренних органов и буквально выжимает застоявшуюся желчь из байпротоков. А в течение дня старайтесь просто больше ходить пешком. Даже 20 минут активной ходьбы улучшают кровообращение в области правого подреберья, что напрямую влияет на скорость восстановления тканей. И, наконец, 5-я хитрость, о которой часто забывают, это минимизация скрытого сахара. Печень превращает избыток сахара в жир мгновенно. Постарайтесь хотя бы на 21 день отказаться от сладких напитков и магазинных соусов. Дайте вашему органу передышку, и вы увидите, как быстро уйдет тяжесть в боку, и появится небывалая легкость в теле. Помните, что печень – это единственный орган, способный к полной регенерации, даже если она повреждена на 3/4. Главное – перестать ей мешать и дать правильные инструменты для работы. Эти простые ежедневные привычки в сочетании с нашим золотым завтраком сотворят настоящее чудо, которое вы почувствуете уже через пару недель. Ваша печень – это ваш главный защитник, и позаботиться о ней – это лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья и красоты. Несмотря на огромную пользу предложенного метода, я обязан напомнить вам о важности осторожного подхода к своему здоровью. Пожалуйста, помните, что наш организм уникален, и любые изменения питания должны быть согласованы со специалистом. Особенно это касается тех, кто уже знает о наличии камней в желчном пузыре. Если размер камней превышает 5 или 7 мм, активная стимуляция оттока желчи может вызвать их движение, что крайне опасно. В таком случае перед внедрением золотого завтрака обязательно сделайте свежее ультразвуковое исследование и проконсультируйтесь с врачом. Также часто спрашивают, как быть тем, у кого желчный пузырь уже удален. В этой ситуации метод по-прежнему актуален, но количество жиров за один прием пищи должно быть минимальным, так как желчь больше не накапливается, а поступает в кишечник постоянно. Слушайте свое тело. Если после еды вы чувствуете резкую боль в правом подреберье или тошноту, немедленно прекратите практику. Здоровье начинается с осознанности. Друзья, забота о печени – это самый короткий путь к стройности и долголетию. Если информация была для вас полезной, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски о секретах вашего организма. Поделитесь этим видео с близкими, ведь поддержка печени нужна каждому. Напишите в комментариях, какие советы вы планируете внедрить уже завтра утром. Я с интересом прочитаю каждый ваш ответ. Берегите себя, питайтесь правильно и будьте здоровы.